Эй, друзья, всем хорошего времени суток! Для тех, кто впервые на моем канале, тут я собираю игровые ПК на продажу, а иногда и на заказ. А также делаю небольшую распаковку комплектующих и делюсь своими впечатлениями. В ответ вы подписываетесь на мой канал и ставите лайки под видео. Как забайтил-то! Ладно, погнали смотреть видео. А начнем мы наше видео немножко по-другому. Как вы уже поняли, а может быть и не поняли, у меня новый микрофон. Называется Fifine A8. И знаете что? Он офигенный. Студийное звучание прямо из коробки. Чтобы вы понимали, мой прошлый микрофон звучал так. 416 база, как слышите? Я думаю, какие-либо комментарии тут излишни. По органам управления мы имеем. В верхней части микрофона есть сенсорная кнопка, отвечающая за отключение микрофона. Она же mute. Если нажимать пальцем, то срабатывает порой не всегда. Если нажимать ладошкой, то почти всегда. На задней стороне мы увидим вторую сенсорную кнопку, отвечающую за подсветку. Она работает еще более криво, чем первая кнопка. Срабатывает 50 на 50. Долгое нажатие отключает подсветку. Может быть, кому-то будет это интересным, но прошлое видео я записывал через наушники от Razer. Модель Black Shark второй версии с припиской Pro. Очень офигенные наушники, но микрофон такой себе. А пока я искал картинки второй версии, понял, что появилась уже третья версия. Моей любимой черной акулы. Подзаработаю денег и куплю себе третью версию. Ладно, я немножко отвлекся, давайте собирать компьютер. Так, небольшой апдейт. Цену буду выбирать не минимальную, а среднюю. Либо брать цену из DNS, если она является минимальной. Собирал этот ПК в ноябре 2025 года, цены тогда были другие. Мягко сказать, другие. Ну вы поняли, о чем я. Но корпус был на 500 рублей дороже, чем сейчас. Сам по себе корпус относительно вместительный, но очень качественный и выглядит шикарно. Металл нормальный, не тонкий, и пластик приятный на ощупь. На корпусе много перфораций. Все панели съемные, разбираются практически под ноль. На дне корпуса есть магнитный пылевой фильтр. На верхней крышке тоже есть пылевой фильтр, который заботливо сохранит пыль внутри вашего корпуса, чтобы она никуда не делась. Также в комплекте есть наклейки. Такие себе наклейки. Вентиляторы снимаем, они нам больше не нужны. Новые вы уже видели. По традиции тот же самый ЦП, что и всегда. Пока не придумали что-то помощнее и подешевле, этот ЦП будет с нами надолго. Ну тут все просто. Плата была дешевая, со скидкой, поэтому я ее купил. Какие у него плюсы? Ну она работает хотя бы. 4 слота для оперативной памяти, 2 слота для SSD. Есть радиатор на одном слоте для SSD. Хороший радиатор на цепи питания. Что вам еще надо? Лично я покупал за 9700 рублей. О, моя любимая рубрика началась. Оп! Вот я. Как мы видим, такая планочка стоит 15 рублей. Минимум. А по какой же цене покупал я? Спросишь ты. 7300 рублей, отвечу я. Не забываем видео 25 года, ноябрь месяц. Поставь лайк и подпишись на канал. Зарду! Ду-ду-ду! Зарду ду-ду-ду! Точно такой же комплект я не нашел, поэтому выбрал более-менее похожее. Сейчас, наверное, обрадуются те, кто постоянно пишет про одноканал, такие: ой, наконец-то двухканальный режим. Не радуйтесь, это не ради вас. Я же, наверное, не просто так покупаю одну планку вместо двух. Всему виной цена. Вот даже для примера. Из 10 человек, которые купят у меня компьютер свыше 100 тысяч рублей, вот только двое из них возьмут у меня и купят комп с 32 гигами оперативной памяти. Да потому что дорого людям покупать комплект 32 гига. Вопрос: зачем мне покупать 32 гига оперативной памяти, если на них нет клиента? Если клиент захочет, чтобы я добавил ему оперативной памяти, да пожалуйста, ради бога. Любой каприз за его деньги. Еще забыл добавить, что такой комплект я купил за 8900. Такую башню я уже покупал, вы видели в одном из прошлых роликов. Ссылочку, как всегда, вы найдете в верхнем правом углу. Кстати, у этой башни есть двойник, но это касается только дисплея. Во всем остальном двойник даже лучше, чем эта башня от Леопарда. 6 тепловых трубок против 4 и большая полированная подошва. Про этого двойника у меня тоже был ролик, ссылочка вы знаете где. Так что я бы вам рекомендовал покупать башню от Кулео. Сделана она лучше, а цена у них одинаковая. Даже элементы крепежа у этих башен одинаковые. Не удивлюсь, если их делают на одном и том же заводе.
Вот дело дошло и до вентиляторов. Если вы сейчас стоите, то лучше сядьте. Слабонервным лучше отойти от экрана и не смотреть на цены. Да, вы все правильно поняли, комплект обошелся примерно в 5000 рублей. Ко всему прочему, это еще модульные вентиляторы, и им нужен специальный провод. И да, мне его пришлось купить. Ну, конечно, он стоил не 600, а где-то 350 рублей. Но все же. И то я ошибся вначале и купил вообще совершенно другой провод от другой какой-то модели. Нужно было купить провод с переключателем, ну, как на картинке видите. А я купил какой-то обычный провод без этого рычажка. Потом еще ждал неделю, пока новый провод придет. Знаете, а фишка этих вентиляторов в том, что они могут менять направление потока. Тумблер переключил, и направление потока поменялось. Я думаю, что своим видом они точно отбивают все деньги, которые вы на них потратите. Также надо будет купить RGB контроллер, который стоит примерно 800 рублей. Сорян, мужики, сегодня блоков от Джинза не будет, так что расходимся. Ну или просто обойдемся обычным блоком от Дипкула. Я знаю, что вы их ждете, но нет пока такой возможности. Карта будет потреблять немного, так что блока хватит точно. Точно не помню, но по-моему эту карту я покупал на Авито в районе 35 тысяч рублей. Сейчас она стоит каких-то прям космических денег. Как ни странно, в DNS она самая дешевая. Да и вообще, в последнее время я стараюсь карты и другие комплектующие брать только в DNS. Во-первых, там нормальная гарантия. Во-вторых, комплектующие почти всегда есть в наличии. Кстати, по поводу этой Shadow. Это вообще первая 5060 Ti, которую я купил. Даже у меня ее не было. У меня в компе стояла 4060 Ti. Но сейчас, правда, уже 5070 стоит, которую я купил по акции за 60 тысяч рублей. Во все том же DNS. Ну что, господа, подытожим нашу сборку. Каких-то 140 тысяч рублей, и вы сможете собрать точно такой же ПК. Но я бы немножко сэкономил. Во-первых, видеокарту можно найти подешевле, в районе 40 тысяч рублей, в том же DNS. Второе, можно взять SSD поменьше, не терабайт, а на 500 гигов. Тут мы выгадаем примерно еще 7 тысяч рублей. Третье, мое любимое. Можно взять просто одну планку оперативной памяти на 16 гигабайт. Ее можно найти в районе 18 тысяч рублей. То есть экономия составит примерно 19 тысяч рублей. Ну и по итогу мы получаем примерно 110 тысяч рублей. Можно, конечно, другие вентиляторы купить, какие-нибудь подешевле, и вы сэкономите еще примерно 3000. Но оно вам надо? SSD накопители и оперативную память всегда можно купить отдельно. Что обычно я и пропагандирую для своих клиентов. Кстати, у меня есть одна теория, которой я хотел поделиться бы с вами. Насколько мы все знаем, компании, которые занимаются искусственным интеллектом, начали скупать всю оперативную память, всю доступную оперативную память. Это вызвало дефицит оперативной памяти, и из-за этого поднялись цены. Я более чем уверен, что эта оперативная память, которую скупили, просто где-то лежит без дела. И через какое-то время эта оперативная память станет никому не нужна. Потому что компании, которые скупали всю оперативную память, просто перейдут на другой тип памяти, типа DDR6. А эти планки DDR5 они просто выкинут на рынок. И мы получим просто обратный эффект, когда память будет стоить абсолютно ничего. По крайней мере, я бы хотел видеть такую картину года хотя бы через 3. Ну а что думаете вы по этому поводу? В общем, делитесь своим мнением, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У меня все. Ну а я, как всегда, не прощаюсь. Скоро увидимся.